Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 1 марта, и сегодня мы с вами в первом материале будем сразу говорить о событиях на фронте. Пока информацию я полную не собрал, я думаю, что уже в следующем выпуске я сделаю более полный обзор по фронтам. Сейчас только то, что эпизодически действительно происходит на Украине. То есть вчера ночью началась зачистка Херсона, и сегодня утром уже много видео есть, когда российские войска спокойно заходят в Херсон. По большому счету никакого сопротивления местное население им не оказывает, нигде не слышно о том, что идут какие-то бои. Очень похоже, что в Херсоне частей вооруженных сил Украины нет. А отряды теробороны, если они есть, они не такие уже многочисленные, либо тоже ушли вместе с ВСУ, либо затаились и их просто не видно на улицах. И я так понимаю, что сегодня придет сообщение о том, что Херсон полностью занят российскими войсками. И таким образом Херсон может стать тем первым областным центром, который перейдет под полный и окончательный контроль российских войск. И относительно тех колонн, которые вчера испугали губернатора Николаевской области, это как раз были колонны, которые обходили Херсон и шли на зачистку города. То есть Николаеву пока ничего непосредственно не грозит. То есть никто его сегодня трогать, скорее всего, не будет, ну не считая ударов, которые вполне могут быть. На Запорожском фронте пока никаких новостей нет, думаю, что к следующему выпуску они появятся. По Мариуполю тоже пока нет. Есть только информация, что в городе идут бои. Ну и Харьков сегодня целую ночь подвергался обстрелам, и сегодня утром возле здания городадминистрации произошел какой-то взрыв, в результате которого здание очень сильно повреждено. По крайней мере, видео изнутри говорят о том, что повреждения внутри здания очень и очень серьезные. Ну, вероятно, действительно это какой-то предупредительный удар для того, чтобы дезорганизовать украинский штаб обороны Харькова. Ну и также от местных жителей в личку мне пришли сообщения о том, что части ВСУ из некоторых районов города спешно оттягиваются в центр. То есть те позиции, которые они занимали на протяжении многих дней, они их быстро бросают и стягиваются к центру. А еще что в некоторых государственных учреждениях начали сжечь документы, очень похоже, что Харьков могут эвакуировать. Почему я говорю эвакуировать? Потому что российская армия плотно не закрыла кольцо, там есть коридор выхода. И в принципе не исключает такого варианта, что по договоренности украинский гарнизон из Харькова могут выпустить. Ну, чтобы не разрушать город. То есть российская сторона показала свою решимость по поводу зачистки Харькова в течение предыдущих 2 дней. И не исключено, повторяю, пока еще такой точной информации нет, но очень может быть, что украинский гарнизон по договоренности уйдет из Харькова, и его на марше атаковать не будут. Почему я говорю, что на марше атаковать не будут? Потому что мне пришла информация от моих зрителей, пока еще до конца не проверена, из Краматорска, что одна из тех колонн, которая 2 дня назад уходила из Краматорска, чтобы выйти из намечающегося котла, попала под удар российской авиации и была полностью уничтожена. И возможно именно с этими связаны вчерашнее решение командования ВСУ на Донбассе дальше эвакуацию региона не производить. Потому что это с военной точки зрения уже абсолютно бессмысленно. Все дороги полностью контролируются российскими ВКС. И соответственно любая попытка отвода войск со своих позиций будет обозначать для них разгром. То есть по сути огромный котел вокруг Донбасса еще физически не закрыт, но выскользнуть из него большим подразделением уже невозможно. Подчеркиваю, пока эту информацию я проверяю, она не проверена, дальше сообщу подробности. Теперь, что произошло за ночь под Киевом. Вчера вечером, как вы помните, я сказал, началась очень серьезная артиллерийская перестрелка в районе Буча и Ирпень. По итогу, как мне сообщают местные жители, российские войска довольно заметно продвинулись по трассе Житомир-Киев и вышли на позиции южнее города Ирпень. И опять же, по их рассказам, на сегодняшнее утро они концентрируют здесь свои силы с очевидным намерением окончательно зачистить Ирпень. Потому что с севера и атаковать его сейчас бессмысленно, там очень серьезная такая заболоченная местность вдоль долины реки Ирпень, тем более сейчас разлив. То есть пройти ее очень и очень трудно, и российские войска, обойдя Ирпень с юга, очень похоже сегодня таки закончат занимать этот город. И также появились сообщения, что российская колонна пошла в район Василькова. То есть очень похоже, что сегодня мы уже услышим о том, что в этом районе начались бои. Вот это примерно то, что произошло за ночь. Подчеркиваю, это пока что не полная собранная информация, более полная будет в следующем выпуске. Также, пользуясь случаем, хочу сообщить о том, я уже в телеграм-канале своем записал, что блог моего, YouTube-канал моего товарища Михаила Нуфриенко, который должен был сторожить ночью, был заблокирован. Именно по этой причине он не смог выложить ни одного материала. То есть YouTube дал ему недельный бан. И теперь все его новости будут выходить, во-первых, на его телеграм-канале, ссылку на него я дам в текстовой строке под видео, его живой журнал, там будет выходить текстовка. Все, на пока 10 часов утра по Москве это все, до свидания, до новых встреч, я думаю через 3-4 часа выйдет следующий материал.